А что если я вам скажу, что есть контроллер с датчиками холла, мало того, еще и с вот этими вот триггерами, которые у нас датчиками холла, еще и с кастомизируемой вот такой вот панелькой, которая снимается у нас полностью на магнитах, она неодимовых, тут еще достать, можно кастомизировать панельку, при этом очень неплохой мультиплатформенный геймпад, и все это еще и за, там, грубо говоря, в районе 30-32 долларов. Не верите? А оно такое есть. Называется Easy SMX X10. Вот такой вот прикольный геймпад на канале Технозон. Поехали. Мы с вами на AliExpress. Начнем с него. 32 доллара. И сейчас вы посмотрите на все эти прелести. Во-первых, у нас можно регулировать уровень вибрации. У нас есть гироскоп 6-осевой для Nintendo Switch. Это первая платформа, с которой он совместим. Потом у нас есть, смотрите, различные типы подключения. Это 2.4 донгл, Bluetooth, кабельная и еще и через Nintendo Switch по сути. И у нас получается компьютер, Steam Deck, Tesla, Raspberry Pi. Это через 2.4. Через Bluetooth он совместим и с iPhone, с iOS, и с Android планшетами. И плюс он у нас совместим и с PlayStation 3 через кабель, и с Android TV, и с Android TV боксами. Ну и в режиме свитча он совместим, конечно же, со свитчом. У нас механические кнопочки, ребят, чистая механика. Вот на таких вот свитчах, вы видите, здесь есть свитчи. У нас механика на крестовине. У нас есть возможность с помощью вот такого вот, мы сейчас еще это все увидим на распаковочке, есть переключатель, вы переключаете 4 режима, Switch, Wi-Fi 2.4, либо кабелечек, просто элементарным переключением, не надо ничего выдумывать. У нас в комплекте есть белый еще, белая накладочка, которая вот можно просто тоже кастомизировать, те же самые холл-триггеры с датчиками холла. Бездрифтующие джойстики без слепых зон. Слушайте, и 1000 мАh батарея. Очень крутая тема. Заявляются еще о приложении, но так как это новинка, приложение я пока не нашел. Ссылку на проверенного продавца я закинул вам в описании под видео. Вообще подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие такие вот обзоры. А сейчас мы с вами переходим, распакуем, а потом потестим на компе и на Android TV боксе. Очень интересна его совместимость. Та-дам! X10 Mechanic Master. PC, Switch, Steam Deck, iOS, Android. Короче, универсальная штукенция. Смотрите, полноразмерные механические кнопки, заменная панель магнитная. У нас холл джойстики, датчики холла. У нас холл триггеры. Вот это вот. Сейчас посмотрим. Батарея у нас 1000 мАh. Это очень-очень круто. 2,4 ГГц, Bluetooth и проводной. Давайте открывать, прям аж заинтриговали. Очень много разных интересных моментов. Так, инструкция. Инструкция английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский. Ну, уже что-то. Теперь, ну, для того, чтобы узнать об SMX, надо сосканировать. Есть у нас вот такой вот донгл. Ну, сам геймпад. Ух ты. Сразу хочется. Где тут? Да, магнитные сменные панели. Магнитные сменные панели. Блин, прикольно, слушайте. Да, на магнитке. Вы видели, что здесь есть еще? Здесь есть еще белая панелька, которая его делает очень и очень похожей, смотрите, на Xbox геймпад. Прям, знаете, один в один. Слушайте, вообще, один в один Xbox. Ой, не закрепил. О, есть, все. Смотрите, какая прелесть. У нас есть, ну давайте вернем от панельки, мне вот эти белые не нравятся, вообще не нравятся. А можно делать белый с черными панельками. Смотрите, вот такая панда. Ну, серая, по-моему, лучше всего. Так, он моргает. Так, что у нас есть? Есть крепление под скобу, скобы в комплекте нет. Сам по себе геймпад имеет достаточно дешевый пластик материал. Я не скажу, что это топ материал. У нас есть кнопка, я насколько понимаю, это турбо.
есть еще какая-то кнопочка. Обязательно сейчас посмотрим инструкцию. Переключатель режимов M1, M2. У нас вот эти кнопки, как написано, с датчиками холла R1, R2. Это просто кнопки. Type-C-шечка. BS. Сейчас мы будем смотреть, что кнопки обозначают. YX, A, B. Вот такое вот размещение YX, A, B. Слушайте, сам по себе геймпад, ну это копия просто Xbox. Копия Xbox. Так, что у нас за кнопки? 17. Да, режим переключения режимов, это вот эта штука. Вот эта штука. 18-19 турборежим, турбокнопка. Вот это турбо. Это вибрация, у нас переключение вибрации. Теперь триггеры. Троечка, это бэк, поняли, это бэк, а это старт, ну они через букву сделали. Ну и само собой вот это вот у нас home, слушайте, шестая у нас settings button. Где у нас шестая кнопка? Вот это вот settings button. Ну нормально, слушайте, в принципе по кнопкам разобрались. Есть вот такой вот кабель Type-A на Type-C-шечку. Ну нормально тоже. И есть вот такой вот донгл 2.4 с кнопкой сопряжения. Слушайте, давайте подключать и тестировать. Потестируем на ТВ-боксе, потестируем в Steam и, ну, грубо говоря, на игровом ПК нам будет достаточно, если здесь мертвой зоны нет и насколько он вообще нам интересен. По материалам, конечно, чуть-чуть дешево, но будем посмотреть в работе. Переходим. Мы с вами включили геймпад. По идее, давайте закроем геймпад Control Tester, потому что мы его переоткроем заново. Смотрите. Находим геймпад. Game Control Tester, он у нас подключен. Подключен у нас через 2.4. Я вам объясню. Я не буду вам показывать, как его подключать. Потому что на страничке продавца есть видео о том, как подключать к различным моментам. То есть у нас нет мне смысла сейчас, то есть здесь есть инструкция по включению на разные платформы. Нет смысла сейчас снимать то же самое, поэтому я не буду этим заниматься и не буду тратить время нашего драгоценного обзора. Поэтому мы приступаем сразу же к тестированию. Старт тестинг, выбираем геймпад 1 и здесь все очень просто. Для начала проверяю, вот мне интересно, что триггеры это или курки все-таки, обманули, не обманули. Да, это триггеры, очень мягкие триггеры. Такие мягенькие, что просто кайф. Смотрите, левый, при этом левый у нас в турборежиме сейчас включен. Надо его отключить из турборежима, при этом разные варианты турборежима. Вот сейчас вот он просто работает в триггере. Можем включить турборежим. Вот зажали триггер, нажали турборежим, и он будет повторять и стрелять в турборежиме. То есть это вот просто бомба. Вот я зажал триггер, нажал турборежим, и он щелк. Вот это вот показатель того, что турбо работает. Отлично. А так это триггер. Вот он сейчас в турборежиме. Видите, если я нажимаю, он просто продолжает стрелять. То есть это удобно. Можем его отключить. Давайте сейчас. В нажатом состоянии переключили, у нас все. Вот теперь у нас есть короткий, есть быстрее. Есть еще быстрее, а есть выключить его. Сейчас мы выключим. Все, есть. Там даже не так, там знаете, как с зажатием быстрее. То есть турборежим работает и триггеры и холл действительно работают. Теперь по вибро. Когда вы работаете с вибро кнопкой, вы нажимаете, здесь пока не отображается, то у вас регулируется просто-напросто сила вибро нажать, вибро отклика. То есть мы сейчас мы сейчас максимально поставили. Теперь кнопки вот эти вот старт и back работают. Кнопки X, Y, A, B работает. А теперь доходим, крестовинка само по себе работает во всех направлениях, все отлично. Теперь доходим до самих джойстиков. Когда мы нажимаем, здесь мы испытываем полный кайф. Очень мягенько, без слепых зон, очень хорошо, без провалов. Знаете, как видны слепые зоны на таком тесте? У нас при движении, при мягком движении есть проскакивание сразу на следующее
Давайте вот здесь вот, оп, на следующее значение, поэтому шарик вот этот вот значочек, он просто-напросто, давайте я вам покажу мышкой, вот этот вот значок, когда вот я сейчас с левой попробуем, вот когда я начинаю его двигать медленно, смотрите, вот я его сейчас двигаю медленно, если есть слепая зона, то он проскакивает сразу куда-то раз, так и проскочил, там типа вот такого раз, это значит слепая зона, где не было показания, а потом выдала сразу какое-то значение, то есть здесь вообще топчик. Оно мягенько. За 32 бакса, это просто идеально классный геймпад. Слушайте, суперово. То есть по контроллер-тестеру у меня вопросов нет. Давайте включим сейчас Steam и посмотрим, что у нас в Steam показывает. Так. Где у нас там контроллер? Сейчас он показывает как X-input. И если начать тест, то мы получим примерно те же самые результаты. То есть, опять же, триггер я зажал, он сейчас как триггер. Давайте нажму турбо, и он будет по нему стрелять. То есть, я нажимаю, он будет постоянно посылать значения выстрелов. При этом выстрелов от уровня зажатия будут различные варианты. Сейчас еще раз нажмем на турбо. Давайте. Все, отключили турборежим. Все. То есть, и опять же, триггеры являются триггерами, а не просто этими... Как их, господи, они просто курками. Нажимаем вибрацию, вибрация срабатывает, все отлично. И можем настроить ввод устройства. Нажимаем кнопку А, Б, допустим, нажимаем кнопку X, Y. Это если у вас, допустим, не такая раскладка, ну здесь у нас все отлично работает. Влево, вправо, вверх, вниз. Он полностью распознается. Кстати, L3 и R3 тоже срабатывают. Вот мы сейчас как раз их тоже тестируем. Кнопка такая. Все. И эти кнопки. Все. Здесь у нас как бы вопросов нет. А слушайте, надо... Я хочу попробовать его подключить в другом каком-то режиме. Bluetooth режим. Мне интересно, к компу в Bluetooth режиме подключится. Вот очень интересно. И будет ли работать в Bluetooth режиме с компом. Оп, подключилась Xbox Wireless контроллер. Он определяется как Xbox контроллер. Идем сюда, закрываем. Сейчас мы все откроем, проверим. Вот очень интересно настройки. Где у нас контроллер? И он опять как X-input контроллер, да, работает? Да, опять же, то есть, когда они пишут, что там несовместимо там, с какими-то моментами, совместимо. И по Bluetooth совместимо, и по донглу, и через кабель, тот, который есть в комплекте, все тоже совместимо. Давайте уже пробовать, короче, поиграть на нем. Во-первых, поиграем чуть-чуть в Horizon. Так, ну геймпад заработал, в настроечках его видно. Ой, уровень сложности управления, тут все вроде бы... Вообще приятно то, что механические кнопки, вообще просто нажатие, просто идеальное. Я вам серьезно говорю, блин, интересно. Сейчас попробуем, как турбо работает в таком режиме. Ой, слушайте, вообще как бы прикольно. Так, эта кнопка работает, тоже кнопка работает, кнопка настройки. Ну, кнопка настройки, видно, для чего-то будет другого использоваться. А ну, сейчас турбо кнопочка. А, здесь турбокнопка таким образом не будет работать. Я понял, потому что тут надо, чтобы она натянула тетиву. А вот теперь включаем турбокнопку. Нет, турбокнопка здесь, это не та игра. Это игра не для турбокнопок. Я понял. Жалко. Ой, слушайте. Блин, так удобно выцеливать. Вообще просто топ. Блин, бомбейший геймпад, ребята, это просто бомба. Вы знаете, с Hall-эффектом я еще не играл на компе в Horizon. И сейчас играть это просто топ. Да, кнопка турбо жалко, ну да ладно, в принципе. Нет, турбо надо переключить. Вот именно, знаете, что прикольно? Вот прикольно целить. Вообще настолько мягкие выцеливания. Знаете, на чем еще надо проверить? На Ларе Крофт. Я прямо в шоке от этого геймпада. На компе я подтверждаю, очень классно. Я еще хочу попробовать в Лару Крофт. Там у меня с волчками с одними постоянная, короче, проблема.
И если я там могу это все дело выцеливать, то будет вообще отлично. Сейчас, пускай загружается мой Tomb Raider. То есть есть совместимость, так как он определяется и как Xbox, он будет совместим и с Xbox сервисами, и с, допустим, теми самыми Steam сервисами. Так как он совместим со Steam Deck, конечно, он будет полностью совместим со Steam. Тут как бы вообще вопросов нет. А ну давайте, сейчас попробуем с последнего лагеря. Тут как раз у меня с волчками. Я специально этот момент держу. Я не проходил эту игру. Нет, я его проходил, знаете, на чем? На Nvidia Shield, когда он был именно там эксклюзивом и как отдельная игра была. То есть было удобно. Так, а ну пробуем. Побежали. Сейчас молочков. Слушайте, как классно целить. Мама родная, я вообще не ожидал. А ну-ка, волчок. На! Слушайте, вообще топ. На! Ребята, это топ. Это просто топ. Это гребаный топ-геймпад. Вы не представляете, знаете, с чем он сравним? Он сравним с PlayStation 5. Опять волчок. У меня нету этих стрел. Ну все, давай быстро. Да ладно! Да ладно! Я никогда двух волчков еще так нормально не отстреливал. Я поражен. Я поражен этим геймпадом просто до глубины души. Серьезно говорю. Ну и раз уж так, для глубины эксперимента, для полноты эксперимента, Xbox-овые игры, конечно же, тоже нам нужно проверить для совместимости. Я сыграю в Rift Breaker. Здесь тоже нужно выцеливать, когда ты движешься, и тебе нужно стрелять по толпе этих зараз, которые там бегают. Это очень немаловажный аспект. И тут геймпад очень даже неплохо работает с Xbox приложениями. Сейчас мы попробуем именно повыцеливать по целям. Блин, какой он мягкий, слушайте. Воу-воу-воу-воу-воу. Топ, вообще топ. Не, ребят, редко могу такое сказать. Мне интересно, как он совместим с Android TV платформой. Так, нет припасов, я очень рад. Так что мягенько, класс. Переходим на Android TV платформу. Подключил геймпад. Поставил на зарядку, потому что уже очень много часов тестировали. Давайте мы с вами пойдем в раздел приложения. Я специально установил сюда геймпад контроллер тестер. Теперь Device Info, EasySMX, Type стандарт. 19 кнопок, 6 осей. Короче, он его увидел. Это хорошо. Так, для Android TV его нужно будет коннектить через Bluetooth, однозначно. Сейчас посмотрим. Так, Pro контроллер через Bluetooth коннектим. Пробуем, что у нас получится. Есть, он провибрировал даже. Выходим. Вроде бы клацает, вроде бы работает. Идем в геймпад, в гейм-контроллер тестер. Так, в дисплей инфо. Мы его подключили в Nintendo Switch Pro контроллер. Молодцы. Нет, надо переключать дальше. Режим. Подбираем необходимый режим. Что-то мы перемудрили на самом-то деле. Здесь, кстати, прикольно. Видите, у него можно проверять сразу на андроиде, можно проверять сразу всю совместимость. Так, идем в пульты аксессуары. Пробуем еще раз. Вот он, Xbox Wireless контроллер. Короче, вот этой штукой нижней, самая правая это Nintendo, левее это у нас Android Wireless подключение, потом у нас кабельная и потом уже через донгл. Прикольно на самом-то деле. Так, ну что, заработал, все работает отлично. Смотрите, как мягенько вообще ходят полосочки, видели? Вот это вот называется правильный геймпад. Смотрите. Топ, топ, вообще, не мертвых зон, нифига. Смотрите. Класс. Класс, класс, да, и все работает отлично. Те же самые курочки, А турбо, наверное, не работает, да? Работает, на этом турбо работает на андроиде. Ну, блин, не работает у нас, конечно же, к сожалению, гироскоп в этом режиме. Ну, сейчас экспертный режим. Посмотрим.
Device Info, да, Xbox 360 контроллер. Вот в этом режиме он с ним работает. А ну-ка. Так, вибрик проверили. Правый вибрик, левый. Слушайте, ну все отлично. Вибриков в триггерах нету. Теперь мертвые зоны. Вообще топчик, а. Вы видите процент мертвых зон? Да не, ребят, все остальное, все на уровне погрешности, не более. Но учтите, Android TV это тупо только через Bluetooth. Не через кабель, не через там какой-то донгл. Нет, донгл и кабель это вообще для PlayStation 3 оставьте. Донгл это для компьютера. Nintendo Switch подключается по беспроводу. То есть таким образом можно играть. По Android TV устройствам это конкретно вот Bluetooth. По Bluetooth можно играть. Короче говоря, ребят, тестировать здесь больше нам нечего. Игры-то работают в том плане, что я геймпад тестером на Android TV прошел, он совместим, больше даже тратить на это время не буду. Я готов проходить и резюмировать данный геймпад. В качестве выводов скажу, очень неплохая штука, классная тема, классный геймпад с хорошими возможностями за очень-очень недорого. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.